Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Сергей Рибера. Мы продолжаем играть Шерлока Холмса «Преступления и наказания». Остановились на том, что посетили божественный синдикат, опросили кучу подозреваемых. У нас такое весьма запутанное дело, ввиду того, что у нас не очень сговорчивые, так сказать, все подозреваемые, все наши люди, персонажи, которые здесь присутствуют в этом деле. Даже Ватсон под подозрением, потому что, как видите, у него сейчас что-то не так явно. Может, он даже кайфует просто так, ну, он тоже тут под подозрением. Так что я бы его на его месте, точнее, на месте Шерлока я бы ему не доверял. Давайте продолжать играть. Нам нужно сейчас провести эксперимент с растениями. Так. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Так, что там надо сделать-то? Взять. Подожди, не. Поставь на место. A carnivorous plant. Плотоядное растение. This is a strange and unusual plant. Ну, они все хищные. Это понятно. Давай не всех. Давай... Опа. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Так, а если сюда положить? Это ничего не делает, да? Подожди, может, надо их поменять местами? Какой-то, не знаю, какая-то ерунда. Тут нет инструкции. Может, я что-то пропустил? Ну, я, наверное, скорее всего, что-то пропустил. Давай, подожди, давай положим еще раз. А, ну... Так, я понял. Значит, может, давай сюда положим. Ну, это хавать будет, да? А это? А, это чисто вот это вот, да? Взять, налить. Блин, я думаю, сейчас схавает. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. И... Это что делает? Так. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Булавка. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Ух, ёпта. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Подожди, My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Так, гусеница, ну, допустим. I find the behavior of predators utterly fascinating. Ну, это никак не реагирует, да? А, ну, блядь, хавает. Ну, это тоже. Ну, это я знаю. It appears to open after being soaked with alkaloid.
How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. И как мы его должны... Колючее растение. Это, наверное, вот так вот надо сделать. Подожди, подожди. Не-не-не. Нет, нет, подожди. По-другому сделаем. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Угу. Даже давай поменяем, значит, так. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Подожди, он же только в одну сторону-то, по-моему, пуляет, да? Так. Во. Логичное, да? Toxic gas with spores. Extraordinary. Боже мой. Как сложно, когда тебе The plants would be непонятно, capable что of killing требует. only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Я думаю, их надо сразу задерживать, и потом уже основание. Так, растений. Божественный синдикат оставил растение, кто-то похитил растение. Смотрим. В принципе, мы можем сейчас сделать вот так вот. Сделать вывод, то, что Дана убил синдикат. Посмотреть сейчас концовку. Потому что я считаю, ну, как бы Шерлок сам убедился в том, то, что тут не очень вот это вот клеится, несостыковка идет с тем, то, что это сделал синдикат. Вот, да, у них были разногласия, и как бы, ну, понятное дело. Вот, но тут все же, да, все же ложный след, и нужно искать убийцу среди вот этих троих ребят, которые... Так, заманить мистика. Давай попробуем. Сейчас посмотрим эту концовку. Тогда уже глянем, что там, да как. Я думаю, это вообще серия разделится опять на две. Ибо вот там вот есть преступник, здесь есть преступники, концовок. Ну, как минимум, тут 4 должно точно быть. Praise the all-holy sap for having spiritually pollinated us where we're going. We found your plants. Is that true? And where are they? They're at Scotland Yard. Please come with us to identify them, so that you may take them back. Yes, yes, I will come. I am excited to retrieve them. Ну, понятное дело, это 16 из 22 еще, блин, миллион тут и улик, давай другую, даже другая, да-да-да, не дай бог сейчас. Не так сделаю, ее пипец будет. Все придется переигрывать заново. Так, ну, я так понимаю, что еще у нас? А если прям жестоко, да, его жестоко поймать? Заманить мистика, подожди. Смертельный расчет. Процесс активации сложен. Нет, подожди, это не то, не то. Спрятать мистика.
я не знаю, какой-то бред вот эта концовка. Ну, давай сейчас посмотрим. Мы все равно смотрим все, что нам игра преподносит. Поэтому вот. Если какие-то секреты, конечно, остались, я еще после прохождения всего посмотрю. Может, там что-то мы не сделали. Может, какие-нибудь секреты тоже, там, не знаю, там, что будет, если, что будет, если делать это, если делать то. Green Grand Mystic, we have excellent news for you. Please come with us. Praise the all-holy sap for having spiritually pollinated us where we're going. To a hospital, Green Grand Mystic. We know what you did. Do not worry, you'll be treated well. What? What are you talking about? A mistake over some plants? You are the ones who should be treated, you raging fools. No, we are speaking of an altogether more serious crime. I do not understand, and I refuse to move. And I suggest that you do not force me. I have a lot of influential followers. You should believe me. Holmes, I could write a letter of recommendation to a special institution. I know the director there. But, as the mystic has said, his sect is powerful. And I'm not sure if I could be influential enough. Well, with your writing talent and my persuasion, we can try our best to find a place for him. That is all we can do. Херня. Настоящая херня. Реально. Так, другая версия. Другую версию смотреть. Нам надо в Kew Gardens возвращаться, потому что это, ну, вообще никак. Да. Но все равно некоторые из них концовки интересные, а, ну, блин, такие самые туповатые, я бы сказал, можно сразу же тут отметать. Давай сейчас попробуем. Все, кто не причастны к этому. Избирательная кража. Так. Оставляем пока что так вот. И идем, значит, найдите способ стимуляции растений. Так, до эксперимента. Ага. Давай. Сейчас куча диалогов, куча вот этих вот стрелок. Это не я. Меня там не было. Я вообще спала в этот момент. Блин, вообще такие интересные. Причем некоторые из них просто не преследуют никаких своих интересов. Просто тупо молчат, ничего не говорят. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysip something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock.
Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Так, теперь давай с этой мадам. Я так понял, Шерлок просто это, как сказать, от безысходности, вот. Решил позаниматься этакой логической игрой. Понять, кто врет. То что, блин, они все такие вруны. Вообще у всех, мне кажется, тут есть мотив. И рано или поздно они бы так это и сделали. Не она, так бы этот очкастый, либо этот заплаканный слезами весь. Так. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Я так понимаю, Everyone has gone, Holmes. The way is clear. что забегал. Путь свободен. Так. Давай посмотрим. Я так понимаю, мы ее уже слушали, да, поэтому он так все быстро проигралось, очень странно. Так, вдыхает споры. Подожди, не, подожди. Просто стол, да? Она открыта, не открыта? Она же должна, наверное, быть открытой. Подожди, где? Вдыхает споры. Вырывается из комнаты. Ну и что дальше? Треть серию. Ну, возможно, так и было, да? Да. Ну, возможно, эти пары... Вот эта, наверное, решетка, скорее всего, закрыта была. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well,
It is time to perform our experiment on the ventilation system. Так, так, так. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Так, подожди-ка. Где у нас это все находится-то? Где вентиляция? Это не вот это самое последнее. По-моему, да. Это вот стена или что это? Ну да, вот она, вентиляция вся. Вентиляционная система. Добраться бы еще. Во все врезаешься. Завести. Ух, так. Блин, а я не помню. Слушай, подожди. Ставите эту сцену, ваш прогресс не будет сохранен. Ну а как я? Я не знаю, как ее запустить. Подожди. Улики. Да блин. Тут даже не поймешь, если честно, стартер. Ну давай тыкать. Значит. Эта передача у нас включена, да? Стартер. Питание. Наверное, надо сначала выключить, да? Потому что она как-то запущена. Потом. Питание. Стартер. Так, наверное. Так, побежали. Побежали смотреть. Да. Заходи ты, господи. Чё, куда уставиться, так вообще не оторвешь. Так, тихо. Ну чё там? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. А чё, не упали, не? Теперь Хэмиш и Альберт. Давай посмотрим. А у нас же, да, она еще дальше идет. Колониальная вот эта коллекция, или где он там работает. Так, где это фигня-то? Же вон она, да? Это, я так понимаю, вон туда она всю в этот, как его, теплицу с семенами. Все ведет. Так. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the colonial collection room can be seen from here. Рабочий стол. A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Что-то странно даже, что мы это в прошлый раз не посмотрели. Дипломы какие-то. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Может, просто не очень внимательно пробежался, да? Скорее всего. Ну ладно. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the colonial collection room can be seen from here. Так, он на ручка окна. We can see the interior of the colonial collection room from this window. Ну да. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one.
Так, а второй, по-моему, там, где эта мисс Уайт работает. The seeds of plant species. Ничего интересного. Погнали. Да давай ты, ё-моё. This is one of the outlets of the ventilation system. Before I activate from here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these categories. Perfect. Неплохо. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Так. Значит, использование вентиляции. Так. Учеба Уайт. Вот это, наверное. Мартин Хэмиш мог активировать ядовитые растения в комнате с колониальной коллекцией как биолог. Он знал нужный порядок действий. Убийцей мог быть Мартин Хэмиш. У него была возможность украсть растения. Угу. Арестуйте Мартина Хэмиша. Так. Смотри, а если мы сделаем вот так вот, что секта она все украла, возможность Хэмиша, да, у нас противоречит. Ну ладно, давай попробуем. Так, Хэмиш виновен. Let's go to Scotland Yard. Это же большое дело, очень большое дело. Прям очень затянулось. Я-то думал, мы уже концовки будем смотреть первые. Посмотрим, что да как. Сопоставим. Какие-то выводы, доводы. В итоге ничего из этого еще не произошло. Дело очень большое. Так. Ну, вещи мы... Так, это вещи Дана. Где? Вот он, инспектор. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. What should we do next, Holmes? Martin Hamish... Нет, нужно спешить. Че, вы его там скрутили, что ли? Так. Угу. А где это вообще находится-то? Martin... Большая оранжерея. Это вот то, что... Подожди, дай
сориентироваться. Сад дурацкий. Большая. Ну вот это, наверное, water. Давай сейчас сходим туда, посмотрим, что там. Реально, наверное, его там заверти. Ёпта. Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Классно. Вот это поворот. Жизнь превратилась в сущий ад. Я нахожу это невыносимым. Дан заслужил смерти, но я не могу простить себя за кровь на моих руках. Мы, Хэмиша, практически всегда были жертвами обстоятельств. И я не исключение, я должен уйти и сделаю это сейчас. Прощайте. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Блин. Неужели он убийца? Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Косолапость. Признание. Мартин Хэмиш не мог бежать из-за своей косолапости, однако, стоит проверить, хватило бы ему времени запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией и включить систему вентиляции. Был ли у него сообщник? Давай смотреть. Да явно. Мне кажется, даже они могли втроем тут действовать. Как инспектор. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Так, ну это, наверное, мы уже будем решать эту загадку в следующей серии, потому что я чувствую, она сейчас просто, наверное, на час уйдет, ибо, ну, хотя, в принципе, тут можно очень быстро решить, но уже хронометраж нашей серии подходит к концу. Ладно, давайте. Удачи всем. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей Рибера. Пока-пока.